Эти самолеты раскупали просто все. Самая первая Цесна до сих пор летает. Мы сымитируем посадку на Красную площадь. Приветствую вас, настоящие будущие авиаторы, и я продолжаю знакомить вас с народными самолетами. Сегодняшний наш гость – это особый самолет. Самолет, который эксплуатируется практически в каждой стране мира. Самолет, который научил летать огромное количество людей. И самое важное – это самый массовый самолет в мире. Дамы и господа, Cessna 172. В мире есть очень много примеров, когда техника, не обладающая выдающимися характеристиками, передовыми технологиями, да и просто ничем не примечательная, вдруг неожиданно для всех становится мировым бестселлером, легендами в своей отрасли и надолго занимает лидирующие позиции на рынке. В автомобильной промышленности это Ford Model T, Volkswagen Jilk, но а в авиации это Cessna 172. Компании Cessna удалось удачно совместить простоту конструкции, надежность, экономичность и получить такой идеально сбалансированный самолет, который вроде бы ничем не примечателен, но в итоге прост и понятен. И эти характеристики не остались незамеченными. Эти самолеты раскупали просто все. Транспортные компании, авиашколы, частные владельцы, даже военные покупали эти самолеты. С 1956 года было выпущено 44 тысячи самолетов. И их производство продолжается по сей день. И это число только растет. Популярность этого самолета по всему миру неоспорима, потому что практически на любом аэродроме мира вы встретите хотя бы одну 172-ю Цесну. Их продолжают активно использовать в учебных целях, то есть в авиашколах. И пилотов, которые научились на этом типе, больше, чем на всех других типах. В российских авиационных учреждениях тоже обучают на 172-й Цесне. А те, кто обучились на других типах, обязательно хотя бы раз летали на 172-й. И поэтому компании, которые сдают в аренду самолеты, вооружились именно этими самолетами, так как они самые популярные и не возникнет никаких проблем. За 60 лет производства было выпущено огромное количество модификаций этого самолета. Они отличаются небольшими конструктивными изменениями, разными двигателями, которые устанавливались, и авиониками. Нет, серьезно, более 25 модификаций. По ним реально можно учить английский алфавит. Cessna 172, 172A, B, C. Но надо сказать, что самая новая Cessna 172, выпущенная в 2018 году, не сильно будет отличаться от самой первой, выпущенной в 1955 году. Кстати, самая первая Cessna до сих пор летает. Вот это я понимаю, реклама надежности. По устройству все 172 это подкосные высокопланы, выполненные по нормальной схеме, имеющие трехопорные неубирающиеся шасси с носовой опорой. Отсутствуют маслорадиаторы, створки капота, даже отсутствует топливный насос. То есть все, что может сломаться, просто убрано. Это привело к тому, что это самый простой самолет в эксплуатации, а следовательно, самый надежный самолет в этом классе. У нас же на обзоре Cessna 172L 1970 года выпуска. Ее отличие от других модификаций в том, что здесь впервые были установлены обтекатели колес, доработанные стойки шасси и законцовки крыла. Здесь установлен 150-сильный Lycoming O320. Простой до безобразия, как и большинство американских авиационных двигателей. Но и это приводит к огромной надежности. Вообще на 172 устанавливалось огромное количество вариантов двигателей. От 145 сил до 210. С недавнего времени начали устанавливать дизельные двигатели. Это позволило увеличить экономичность и расширить географию использования самолета. Потому что не везде есть хороший бензин, а солярку и керосин найти уже попроще.
Самолет позиционируется как четырехместный, поэтому имеет довольно-таки просторную кабину. В принципе, это оптимальные размеры, чтобы 4 человека не были стеснены. Сзади у нас полноценный задний ряд. То есть видите, сколько места для ног. Полноценный, не задний ряд ради заднего ряда. Конечно же, Давидыч не одобрил. Ну, я бы здесь этого не делал. Но для этого есть самолеты побольше. За задним рядом у нас располагается довольно-таки вместительный багажник. Единственное, что в него нельзя грузить ничего больше 50 килограмм. И были модификации, когда здесь устанавливались 2 маленьких кресла для детей. По приборному оснащению 172 очень простая. Все приборы аналоговые, простые, надежные, но при этом сочетание набора этих приборов хватает для выполнения инструментальных полетов, в которых плохая видимость или вообще видимость отсутствует. И вообще, приборная панель 172 самая узнаваемая в мире, потому что органы управления, тумблеры, расположение приборов, оно практически на всех Цеснах одинаковое. То есть человек, пересев с любой 172 на любую другую 172, сядет и сразу полетит как родной, потому что ему не надо будет тратить время на привыкание и адаптацию. Современные версии этого самолета комплектуются стеклянной кабиной. Это когда на всю приборную панель несколько вот таких вот ЖК-дисплеев, на которые выводятся показания приборов. Это позволяет расширить функционал и возможности самолета. Подробнее о современной версии 172 вам расскажет Владимир Васильев на своем канале, так что ждите. Чтобы поговорить о летных характеристиках, давайте подготовим этот самолет и полетим. Хочу вас познакомить с владельцем этой Цесны, Андреем. Андрей специально ради того, чтобы мы сняли Цесну, прилетел аж из Пскова к нам в Орловку. Это просто трындец, какой сумасшедший чувак. Огромное ему спасибо за то, что поддерживает нашу деятельность. Добрый день. Значит, раз ты прилетел из Пскова, да, то давай о летных характеристиках этого самолета поговорим на примере твоего перелета, да, чтобы стало все понятно. Да. Сразу же. Давай, самое интересное, это скорость крейсерская, комфортная, которую ты держишь, воздушная. Диапазон приборной скорости варьировался от 105 до 120 миль в час. Вот, а путевая была от 170 до 195 километров в час. Понятненько, хорошо. Да, хотелось быстрее. Расход составил по расстоянию без учета, имеется в виду, прогрева, 31 литр. Это вот конкретно бензина. Сейчас? А сколько до Пскова? 485 километров от Пскова до Орловки я летел по маршруту. Но обычно 475-485, но сейчас 485. Понятно. Сейчас на экране вы увидите чуточные цифры и сравнение, сколько бы по времени... по времени сколько у тебя заняло все это дело? 2 часа 45 минут. 46. И вот увидите, сколько по времени занял этот перелет по топливу и по деньгам, и по скорости, все параметры. И сравнение с, если бы вы летели на автомобиле, сколько вы потратили времени, денег, скорости, какая бы у вас была и так далее. Сколько здесь баки размером? И получается, насколько, то есть перелет тапнуть, насколько можно комфортно с аварийным запасом, с учетом этого всего? Баки 146 литров. Кто-то говорит, что 148, но 146 я замерял. Больше не влазит. Рассчитано на 700 километров плюс аэроволюционный запас. Ну, раз у нас пошел такой воздушный дуть, мог бы ты рассказать вообще историю приобретения этого самолета, где покупил, примерно за сколько, как привез, потому что люди не знают, вот интересно, вот живой пилот, живой владелец,
На тебе... Я скажу, что долго покупал самолет, выбирал 2 года, поездил и на Украину съездил, и в Омск ездил. И именно 172-й ты хотел? Нет, я по разным самолетам смотрел, даже вертолет смотрел. Вот до чего не дотянулось. Значит, умные люди посоветовали, твой первый самолет бери, чтобы был по содержанию дешевле. 95-й бензин, недорого, и поскольку 172 очень распространенный самолет, то, соответственно, и запчасти есть, и техники понимают. Нашел случайно, самолет не висел в объявлениях, я искал, и один из владельцев, кто занимается непосредственно продажей самолетов, он продавал как раз свой самолет. Ну как он продавал? Он сказал своему компаньону, а до компаньона первый дозвонился я. Понятно. Случайно. Случай, скажем так. Ну и после чего, соответственно, я съездил в Прибалтику, был в Прибалтике самолет, полетал, мне очень понравился, и потом самостоятельно, без разборки, он перегнал мне его в Псков. Общее приобретение, все затраты с таможней составили 43 тысячи евро. Ну, что сказать, самолет, ну просто бабушкин диван очередной, да, как и 150-я Cessna. Но он мега понятный, мега простой, вот я сел и, блин, не знаю, ну как будто я здесь сидел всю жизнь. Опять же, про приборную панель, ну все читаемо, хоть я и на правом сиденье сижу. Все понятно. В общем, ну идеально, я не знаю, идеально, просто сбалансировано, не знаю, с чем сравнить. Ну вот, хотелось бы отметить, что для начинающих пилотов этот самолет идеален для полетов, потому что он прощает грубые ошибки и не очень восприимчив к боковому ветру. То есть ошибки при боковом ветре он прощает. Поэтому отличный самолет как раз для начинающих пилотов. Ну, еще раз скажу, что этот самолет... Конкретно этот 172-я Cessna засветился где только можно, и самые такие яркие моменты это рекорд нахождения в воздухе, это 64 дня. Американские пилоты летали в Лас-Вегасе без посадок, то есть они взлетели, у них было переоборудован абсолютно салон, кабина, здесь была лежанка, и они по очереди по 4 часа летали, заправлялись, снижаясь у полосы, ехали вместе с машиной-заправщиком и через шланг заправлялись. И таким вот образом 64 дня они провели в воздухе. Это вот такой вот один из ярких эпизодов, связанных с Cessna 172. Ну и яркий эпизод для нашей страны – это посадка Матиаса Руста на Красной площади, хотя не на Красной площади, на Москворецком мосту. Он на Красную площадь пытался сесть, но так у него не получилось, он решил на Москворецкий мост сесть. Ну, это как раз-таки отличная реклама, вот эти два эпизода Cessna. Вот, возвращаясь к Матиасу Русту, да, одна из характеристик хороших этого самолета, то, что ему не нужна особо какая-то специально подготовленная площадка, да, аэродром, он может из грунта работать, небольшие площадки он может садиться. И чтобы это подтвердить, мы попытаемся сделать то, что не сделал Матиас Руст. Мы сымитируем посадку на Красную площадь. Ну вот мы и на прямой, и сейчас попытаемся сделать то, что не удалось Матиасу Русту. Мы подойдем к торцу полосы на высоте 65 метров, высота храма Василия Блаженного, и попытаемся вписаться в 330 метров. Че у нас этот? Это да, сигнализация срыва. Так, давай, может, это. Нормально все. Вот в торце полосы, высота 65. Идем. «295, 296, 297, 298. Ну чё, Матиас Руст, мы тебя сделали. По итогу можно сказать, что это действительно эталонный самолет. Он не большой, не маленький, не быстрый, не медленный, не имеет никаких особых нюансов в управлении. Я считаю, что это отличный плацдарм для начала знакомства с миром частной авиации. Потому что, летая на этом самолете, вы сможете сформулировать, что вам нужно, что вам нравится от полетов. Кому-то нравятся длинные перелеты на большой скорости, кому-то очень понадобится садиться на короткие неподготовленные площадки, там пятачок в 50 метров. И как раз таки, летая на этом самолете, вы сможете сформулировать свою хотелку. Да, конечно, из-за его
популярности большой, он сильно переоценен. И по сравнению с другими народными самолетами, он стоит подороже. Цены начинаются от 35 тысяч долларов. Но не надо забывать, что вы можете купить этот самолет в складчину и разделить все расходы пополам. И из-за его популярности вы, конечно же, легко продадите его, не потеряв сильно в деньгах. В общем, вот он какой, самый народный из самых народных самолетов. Ну и наконец хочу рассказать вам про ненародные самолеты. Люди, которые загорелись этой темой, начинают искать себе самолет, чтобы им купить, заходят на сайты по продаже этих самолетов, ссылки на которые я оставлю в описании, и находят там старые советские, недорогие самолеты. И что они думают? Ага, техника советская, кондовая, раньше было лучше. Ну, по-любому народный самолет. Это самое большое заблуждение, потому что содержать эту технику и обслуживать очень дорого. Как правило, это Як-18, Як-52 и Вилга. Да, самолеты крутые, они выполняют свою задачу, их любят и в России, и по всему миру. Но эти аппараты требуют приписанного к ней техника. То есть человека, который постоянно будет за ним следить, обслуживать, содержать и так далее. Вы постоянно будете искать детали. Их тупо нет, их не производят. Они стоят конских денег. Ну а про расход топлива советских самолетов я вообще молчу. Короче говоря, эта техника никак не подходит под описание простой, народной, доступной для всех. Это самое большое заблуждение. Это для тех, кто любит ковыряться, любит, там, не знаю, по вечерам приезжать, что-то прикрутить, искать. Ну, это отдельный фетиш. И для людей, которые, конечно же, хотят поиграться в пилотов. Так что будьте внимательны, изучайте объявления, погружайтесь в тему, а самое главное, приезжайте на аэродромы и летайте. А как это сделать? В описании будет ссылка на сайт AOPA Maps, там выберите ближайший к вам аэродром, звоните туда и летаете. Все, только так вы сможете осознать и понять всю радость и кайф частной авиации. Ждем вас в наших рядах.